Привет, друзья! Система выплат на старости лет в Германии – это сложная такая структура, в которой легко запутаться. И, к сожалению, реальность нередко оказывается менее комфортной, чем ожидания. Сегодня многие, кто отдал работе десятки лет, в итоге распоряжаются суммой около 1500 евро ежемесячно. Давайте будем честны, при нынешних ценах на жилье и продукты такая сумма ставит человека в ощутимые рамки, когда приходится внимательно распределять средства на самое необходимое. Главный здесь вопрос, который сейчас стоит перед каждым, и перед теми, кто уже на пенсии, и перед теми, кто только планирует. На что на самом деле можно рассчитывать после 35 или 40 лет непрерывного стажа? Свежие данные от официального ведомства страхования показывают довольно сдержанную картину. Если мы посмотрим на цифры после 35 лет страхового стажа, то увидим средний показатель в районе 1550 евро. Но это цифра на бумаге. После того, как списываются обязательные взносы, в распоряжении пенсионера остается около 1543 евро. Кажется, что это база, на которой можно выстраивать жизнь, но многое зависит от деталей. Эти средние значения скрывают на самом деле под собой существенные различия. Большую роль играет регион проживания и, что также важно, пол человека. Например, в таких землях, как Северный Рейн-Вестфалия или Саар, мужчины могут рассчитывать примерно на 1840 евро, в то время как женщины на аналогичных позициях в прошлом сегодня получают на руки всего лишь около 1300 евро. Вот эта вот разница примерно в 500 евро не просто статистика, а ощутимая разница в уровне повседневных возможностей. Корни такого разрыва в выплатах уходят в прошлые десятилетия. Вы знаете, в западных землях долгое время работали крупные шахты и промышленные предприятия с высокими окладами, но на этих производствах были задействованы в основном мужчины. Женщины в то время чаще выбирали неполную занятость или занимались домом, что сегодня, конечно же, напрямую отражается на их доходах. На востоке Германии ситуация иная, там полная занятость была распространенной практикой для всех, поэтому и разница в выплатах существенно меньше. В Восточном Берлине, например, разница между мужчиной и женщиной на заслуженном отдыхе составляет в среднем около 200 евро. Это не равенство, но уже более, скажем так, сбалансированная цифра. Если ваш доход сегодня составляет 1800 евро, то по статистике вы все-таки находитесь в относительно более устойчивом положении, чем многие. Однако при нынешних ценах это все еще сложно назвать полной финансовой свободой. Существует ли на самом деле потолок? В теории можно выйти на планку около 3400 евро, но на практике это встречается крайне редко. Чтобы приблизиться к таким цифрам, необходимо на протяжении 40 лет зарабатывать на уровне максимально возможного порога отчислений и накопить почти 88 пенсионных баллов. Таких людей в стране немного. При этом официальные данные показывают напряженную картину. Все чаще те, кто отдал работе всю жизнь, обращаются именно за социальной поддержкой. Существенная доля тех, кто отработал 40 лет, сегодня получают меньше 1100 евро. Это и формирует ситуацию, когда люди, рассчитывавшие на стабильность после десятилетий труда, сталкиваются с ограниченными финансовыми возможностями. Такая на самом деле тенденция – серьезный сигнал о том, что существующие механизмы пенсионной системы не всегда обеспечивают привычный уровень жизни. Посмотрите на очереди у пунктов раздачи продуктов Тафель. Это один из самых наглядных показателей того, что происходит в Германии сегодня. Те, кто там работает, все чаще отмечают, среди посетителей становится больше людей старшего возраста. Еще в конце 2023 года профильные организации, включая Тафель Deutschland, официально сообщили, уровень финансовых трудностей среди пожилых в стране существенно вырос и стал более ощутимым в повседневной жизни. Инфляция и демографические изменения создали сложное сочетание тех факторов, которые постепенно снижают финансовую устойчивость тех, кто честно платил взносы 40 лет. Таким образом, ситуация в Германии все чаще вызывает вопросы к самой эффективности существующей модели. Государственная страховка не всегда в полной мере покрывает ожидания людей по уровню жизни на пенсии.
Люди работают десятилетиями, а затем сталкиваются с тем, что покупка качественных продуктов или оплата счетов за отопление требует все более внимательного планирования. И пока власти обсуждают изменения и корректировки системы, сама модель испытывает растущую нагрузку. Суть проста. Солидарная модель наиболее устойчиво работает тогда, когда на одного пенсионера приходится 3 молодых работника. Но сегодня эта пропорция постепенно меняется. Поколение бэби-бумеров массово завершает трудовую деятельность, а заменить их полностью становится все сложнее. Это значит, что тем, кому сегодня около 35 или 40 лет, стоит заранее учитывать возможные ограничения системы, если они продолжат рассчитывать в основном именно на государственные выплаты. Почему же в других странах Европы ситуация иная? Давайте сравним. В тех же Нидерландах или Швеции система стоит на 3 китах. Там не просто перераспределяют средства, но и используют инвестиционные механизмы. В Швеции, например, часть пенсионных отчислений обязательно инвестируется в фонды, которые за десятилетия могут приносить реальный доход за счет роста экономики. В Нидерландах мощные профессиональные фонды накопили активы, превышающие даже ВВП страны, а Германия продолжает в существенной степени опираться только на модель, которая сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Вывод здесь напрашивается сам собой. Рассчитывать на официальные обещания сегодня – это существенный риск. Чтобы не оказаться в той самой очереди за продуктами, нужно заранее брать управление будущим в свои руки. Инвестиции в широко диверсифицированные фонды, покупка недвижимости или создание собственных сберегательных планов – это один из ключевых способов повысить свою финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. Если с общими цифрами стажа все более-менее нам с вами ясно, то вокруг вопроса выплат для тех, кто работал мало или не работал вовсе, годами формируются устойчивые мифы. Давайте все-таки проанализируем, как в Германии устроена система поддержки тех, у кого за плечами нет многолетнего трудового стажа. На первый взгляд все логично. Кто годами перечислял взносы, тот и получает соответствующие выплаты на финише. Но закон достаточно строг, чтобы вообще получить право называться пенсионером и претендовать на стандартные выплаты, нужно платить в страховой фонд минимум 5 лет. Если этого порога нет, обычно трудовая пенсия по старости не начисляется. Но означает ли это, что человек останется без средств к существованию? Нет. Здесь в игру вступает механизм, который часто путают с пенсией, хотя по сути это социальная поддержка, так называемое базовое обеспечение. Деньги берутся не из пенсионного фонда, а напрямую из налогов. Эта мера создана для тех, кто в силу каких-либо обстоятельств не смог накопить стаж и теперь не может обеспечить себе даже прожиточный минимум. Динамика цифр здесь показательна. Если в начале, например, 2022 года одинокий человек получал 449 евро, то к весне 2026 года эта базовая ставка выросла до 563 евро в месяц. И это только базовая сумма, так как государство берет на себя, напомню, еще и оплату аренды жилья и расходы на отопление, а также дополнительные надбавки по состоянию здоровья. Однако здесь важно различать понятия, чтобы избежать этих юридических недоразумений. Существует еще и базовая пенсия, и это совершенно другая уже история, ее не предоставляют автоматически, за ней должны стоять минимум 33 года стажа. А если вы отдали труду, например, 35 лет, то можете рассчитывать на доплату, которая может доходить до 418 евро в месяц. Анализируя этот механизм, становится нам с вами понятно, государство пытается частично компенсировать ситуацию для тех, кто работал много, но на низкооплачиваемых должностях. Причем в этот стаж идут не только годы работы, но и периоды, связанные с воспитанием детей и уходом за родными. Это ключевое отличие, то есть базовое обеспечение – это поддержка при недостатке средств, а базовая пенсия – это форма признания длительного участия в системе, даже если доход был невысоким. Если разложить ситуацию по полочкам, то картина для тех, кто не имеет официального трудового прошлого в Германии, выглядит достаточно сложной. Отсутствие страховых взносов автоматически закрывает доступ к стандартной пенсионной системе.
Единственный вариант, который остается, это государственная поддержка в размере 563 евро, как я сказал. Да и к этому добавляется оплата аренды, но на этом основные выплаты заканчиваются. Жизнь на такие суммы, вы понимаете, сегодня это режим постоянных ограничений, где практически нет пространства даже для минимальных дополнительных расходов. Особое внимание стоит обратить на разницу в доходах между мужчинами и женщинами. Разрыв в выплатах может достигать примерно 27%. В годовом исчислении это выглядит так. Пока мужчины в среднем располагают бюджетом около 25 600 евро, женщины часто ограничиваются суммой порядком 18 600 евро. Эта разница не просто статистика, а результат сложившихся социальных и экономических условий. Именно женщины в Германии чаще сталкиваются с перерывами в занятости, выбирают неполный рабочий день или берут на себя уход за детьми и пожилыми родственниками. Каждая такая пауза в карьере со временем отражается на размере будущих выплат. Анализируя демографию, становится очевидно, что нагрузка на систему будет и дальше расти. С каждым годом число работающих, формирующих пенсионное отчисление, меняется не так быстро, как увеличивается количество получателей выплат. Это создает существенную нагрузку на бюджет страны. Вывод здесь напрашивается сам собой. Даже если вы планируете работать длительное время без перерывов, государственная страховка в ее нынешнем виде не всегда может рассматриваться как единственный источник стабильности. Частный капитал, будь то недвижимость или ценные бумаги, из категории дополнительного дохода постепенно переходит в категорию важного элемента финансовой вашей устойчивости. Без личных накоплений рассчитывать на более высокий уровень дохода, чем базовые выплаты, со временем становится сложнее. Но давайте от официального планирования на десятилетия вперед все-таки вернемся к вопросам, которые решаются буквально здесь и сейчас. Тем более, что последние новости из оборонного ведомства для многих стали облегчением. На этой неделе Борис Писториус выступил с важным разъяснением, чтобы внести ясность в споры, которые серьезно обеспокоили жителей Германии. Речь идет об одном из самых обсуждаемых пунктов обновленного закона о военной службе, то есть обязанности мужчин призывного возраста получать официальное согласование на длительный выезд за границу. Если, например, раньше многие всерьез опасались, что любая поездка больше 3 месяцев превратится в сложную бюрократическую процедуру, то теперь позиция министерства озвучена достаточно прямо. На данный момент отдельных разрешений от Бундесвера не требуется. Эта новость стала значимым сигналом для тех, кому от 17 до 45 лет. Несмотря на то, что в тексте самого закона норма согласования выезда действительно прописана, Писториус подтвердил, что на практике она применяться не будет. Уже на этой неделе ожидается издание специального указа, который юридически закрепит это положение. То есть фактически государство дает понять, что пока военная служба в стране остается добровольной, ограничение свободы передвижения граждан не планируется. Разъяснение появилось своевременно, ведь с начала 2026 года я вам рассказывал, и в медийном пространстве возникла путаница. Многие опасались, что система перейдет в формат автоматического одобрения, который все равно подразумевает подачу запроса и ожидание ответа. Теперь же ситуация стала понятнее. До тех пор, пока сохраняется текущий статус службы, мужчины могут свободно планировать учебу, работу или длительные поездки за рубеж без дополнительных согласований. Но, несмотря на успокаивающее заявление, в обществе возникла волна критики. Многих зацепил сам факт того, что подобная норма вообще появилась в текстах официальных документов. В социальных сетях сразу появилось сравнение с непростыми периодами немецкой истории, когда государство существенно контролировало передвижение граждан. Люди, чьи планы на учебу или карьеру за рубежом были расписаны на годы вперед, всерьез опасались, что их свобода передвижения теперь может оказаться под более жестким контролем со стороны оборонного ведомства. Но Борис Писториус, понимая уровень напряжения, поспешил заявить, что на текущий момент подобные опасения не имеют практических оснований. То есть пока в Германии нет обязательного призыва, никто не обязан отчитываться перед военными или регистрировать свой отъезд.
Министр выразился достаточно ясно. Неважно, 17 вам лет или 45, вы можете свободно перемещаться без ограничений со стороны Бундесвера. В мирное время административные процедуры не должны создавать лишних сложностей, и именно для этого сейчас готовится юридический документ, который фактически приостановит применение спорного пункта закона. Важный аналитический момент касается также равенства перед законом. В Германии права и обязанности, вы знаете, распространяются одинаково, независимо от того, получили вы гражданство по рождению или прошли процедуру натурализации. Это касается и обладателей двойного гражданства. Все мужчины призывного возраста, имеющие немецкий паспорт, находятся в равных условиях. Это значит, что если упрощение правил вступает в силу, оно касается абсолютно всех. Государство дает сегодня понять, различий по происхождению в вопросах военной обязанности не предусмотрено, и право на свободный выезд остается важным стандартом для каждого гражданина, независимо от количества паспортов. Хотя сейчас для поездок открыты все границы, важно понимать одну юридическую тонкость. Борис Писторис открыто подтвердил, убирать пункт о разрешении из основного текста закона правительство тоже не планирует. Эту норму сознательно оставляет в резерве как инструмент на случай возможных изменений ситуации. Власти формируют такую правовую основу заранее, чтобы при необходимости не тратить дополнительное время на длительное согласование в Бундестаге. Позиция Министерства обороны здесь строится на прагматичном подходе. В сценарии, при котором Германия может потребоваться возвращение к призывной системе в условиях серьезного кризиса, государству потребуется оперативный доступ к актуальной информации. И важно понимать, кто из мужчин трудоспособного возраста находится в стране, а кто длительное время проживает за рубежом. Именно для подобных обстоятельств и предусмотрен тот механизм обязательного согласования выезда. По сути, мы видим такое формирование системы с отложенным механизмом применения. В текущей обстановке право на свободу передвижения остается без изменений, но юридический инструмент уже предусмотрен. Если политические решения изменятся и обязательная служба снова будет введена, мужчинам от 17 до 45 лет потребуется официально все-таки согласовывать выезд на срок более 3 месяцев. Государство не отказывается от идеи учета перемещения военнослужащих, а сохраняет такую возможность в правовом поле на будущее. Но пришло время сейчас от вопросов государственной безопасности и правил пересечения границы перейти к более приземлемым, но не менее важным вещам, к тому, как работает бюрократический аппарат, от которого напрямую зависят кошельки миллионов жителей Германии. Когда человек теряет работу, Федеральное агентство по труду становится для него ключевой точкой опоры. В этот момент особенно важно, чтобы система работала стабильно, ведь без своевременных выплат оплата аренды или покупка продуктов становится серьезной проблемой. Граждане привыкли доверять чиновникам, полагая, что расчеты ведутся с высокой точностью. Однако после данных внутренней ревизии ведомства выявили факты, которые вызывают вопросы к уровню этого доверия. Выяснилось, что эффективность работы агентства сейчас оценивается как недостаточно высокая. Проверка показала существенное отклонение. Почти каждое пятое заявление, это около 22% от общего потока, обрабатывается с существенными недочетами. Это ошибки, которые напрямую отражаются на получении пособий. Из-за некорректных расчетов люди недополучают причитающиеся им суммы, что в условиях сегодняшней инфляции ощущается особенно остро. Но наиболее существенный момент связан не только с заниженными выплатами. Аналитика проверок указывает на то, что часть заявлений отклоняется без достаточных оснований. Люди, которые годами платили страховые взносы и имеют право на пособие по безработице, в ряде случаев получают отказ. В итоге вместо страховых выплат им приходится оформлять гражданское пособие, которое существенно ниже по размеру и связано с дополнительными условиями. Таким образом, ошибки в системе могут приводить к тому, что граждане временно оказываются в категории получателей базовой социальной поддержки. Многолетняя критика со стороны Федеральной отчетной палаты, похоже, так и не привела к существенному улучшению ситуации.
Несмотря на то, что еще 3 года назад эти сбои официально признали серьезным риском для всей системы, реальная ситуация в Федеральном агентстве по труду остается нестабильной. Внутренние отчеты ведомства подтверждают, количество ошибок при начислении пособий неуклонно растет, превращаясь в отдельных случаях в устойчивую проблему. Если разобрать характер этих ошибок, то становится нам с вами понятно, насколько они банальны и одновременно важны для бюджета обычного человека. Чиновники регулярно не учитывают в расчетах дополнительные доходы, такие как рождественские премии или годовые бонусы, которые, кстати, напрямую влияют на итоговую сумму выплат. Другая распространенная проблема – это использование устаревшего или некорректного налогового класса. Добавьте к этому обычные опечатки при ручном переносе данных в систему, и на выходе мы получаем те цифры, которые не всегда соответствуют реальности. Особенно сложный период приходится на тех, кто оказывается в переходном статусе. Эксперты из крупнейших социальных ассоциаций подтверждают, наиболее уязвимый момент – это смена системы выплат. Например, когда человек перестает получать пособие по болезни и переход на пособие по безработице. В эти недели люди могут месяцами оставаться без выплат просто потому, что их документы где-то там зависли или были обработаны с задержками. Аналитика обращений показывает, что для многих бюрократическая неповоротливость агентства в Германии становится более серьезным испытанием, чем именно сама потеря работы. Это лишний раз показывает, сейчас каждое уведомление от чиновников стоит все-таки перепроверять самостоятельно. Ведь цена ошибки – это финансовая стабильность человека. Любопытно, что сбой в системе не всегда оборачивается против граждан. Внутренняя ревизия выявила и случаи, когда невнимательность сотрудников Федерального агентства по труду могла играть именно на руку безработным. Например, почти в половине проанализированных дел чиновники не учли, что перед увольнением человек сменил график, перейдя с полной ставки на сокращенную. А в таких ситуациях пособие начислялось исходя из более высокой зарплаты, которую человек получал ранее. Это лишний раз подтверждает, что расчетный механизм ведомства работает нестабильно и упускает важные детали в обе стороны. Такой уровень несоответствия в документах заставляет центральный офис в Германии перейти к более жестким мерам. Оставлять ситуацию без контроля больше нельзя, поэтому по всей стране запускается масштабная волна аудита местных отделений. План действий на этот год выглядит серьезно. Теперь еженедельно эксперты будут случайным образом выбирать по 10 свежих решений о выплатах в каждом филиале и проводить их детальную перепроверку. Цель этой проверки ошибок – это не просто выявить проблемные случаи, а собрать аналитическую базу и понять, где именно рвется цепочка. Все результаты этих проверок будут стекаться в региональное управление и напрямую на стол руководству в центральный офис. Власти хотят выяснить, что стоит за этой системной нестабильностью. Несовершенство программного обеспечения, индивидуальная невнимательность или банальная перегруженность персонала. Для нас с вами это означает, что контроль за распоряжением бюджетных средств станет намного жестче, а шансы получить ошибочную прибавку к пособию в ближайшее время существенно снизятся. Темы выплаты и государственной поддержки в Германии не ограничиваются только безработицей или общим стажем, и есть категория начислений, где малейшее знание правил может принести семье дополнительные 700 евро в год, о которых многие даже не догадываются. Сейчас я разберу для вас пенсии по случаю потери кормильца. Сегодня многие вдовы и вдовцы в Германии продолжают сталкиваться с одной и той же проблемой. Реальные выплаты оказываются существенно меньше тех, на которые они ранее рассчитывали, а все дело в механизме учета собственных доходов выжившего супруга. Если ваша личная зарплата или пенсия превышает установленный законом лимит, ведомство начинает пропорционально сокращать вдовью долю. Цифры говорят сами за себя, около 2 миллионов человек получают урезанные выплаты, а около полумиллиона граждан и вовсе лишены этой поддержки из-за того, что их собственные доходы признаны избыточными. Однако в системе заложена важная деталь, которая начинает работать особенно актуально именно сейчас. С недавнего времени действует норма, позволяющая более
гибко пересматривать размеры этих выплат. Если ваш доход снизится хотя бы на 10% по сравнению с вашим обычным средним заработком, например, из-за сокращения смены на работе или временного перерыва в подработке, вы имеете право инициировать перерасчет. Раньше такие кратковременные изменения в доходе редко учитывались, и люди годами получали, скажем, 230 евро вместо 1000, просто потому что их доход тогда был выше нормы. Анализируя текущие правила, становится ясно, что пенсионное страхование больше не может игнорировать саму динамику ваших личных финансов. Даже если спад в доходах длился всего 1 месяц, это может быть основанием подать запрос на пересмотр суммы. Таким образом, сегодня это превращается в легальный способ увеличить семейный бюджет, не дожидаясь общей индексации. Если раньше вдовы смирялись с низкими начислениями, считая их окончательными, то теперь закон позволяет оперативно вытаскивать выплаты из-под сокращений, как только ваш личный финансовый поток немного замедлится. На практике эта возможность действительно может работать довольно выгодно. Представьте, в какой-то месяц вы заработали меньше обычного, и неважно из-за болезни или потому что пришлось ухаживать за близким человеком, если в такой ситуации вовремя подать заявление, ваша вдовья пенсия может вырасти, к примеру, с 200 до 950 евро. И тут начинается самое интересное. Даже если в следующем месяце ваша зарплата снова увеличится, такая повышенная пенсия в ряде случаев продолжает выплачиваться дальше. Конечно, само по себе это не происходит автоматически, чиновники не будут отдельно уведомлять о возможной доплате, то есть нужно вам самостоятельно отслеживать свои зарплатные листки, увидели снижение дохода, стоит сразу сообщать в пенсионный фонд и подавать запрос на перерасчет. Причина, по которой доход снизился, ведомство в первую очередь не рассматривает, им важна итоговая сумма. При этом нужно учитывать, что правила немного отличаются для малой и большой вдовьей пенсии, и это тоже влияет на ваш расчет. Больше всего от этого механизма выигрывают обычные работники по найму, потому что у самозанятых в Германии действуют свои, более, скажем так, сложные правила. Важно и то, что пересчитанная более высокая сумма пенсии может сохраняться до следующего планового пересмотра. Напомню, обычно это 1 июля. Получается, что всего 1 месяц с пониженным доходом может открыть вам возможность получать на несколько сотен евро больше в течение длительного времени. Это достаточно малоизвестный механизм, о котором многие даже не знают. Если грамотно отследить такой момент и вовремя подать заявление, можно существенно увеличить свое финансовое положение, не дожидаясь стандартной индексации. Вопросы финансовой дисциплины и пенсионных расчетов всегда идут рука об руку с соблюдением общих правил жизни в Германии, и даже на дорогах возникают нюансы, о которых многие водители со стажем просто не задумываются. Когда по всей стране объявляют марафон контроля скорости, большинство из нас инстинктивно начинают следить, чтобы стрелка спидометра не ушла вправо. Кажется, что полиция в первую очередь обращает внимание на тех, кто существенно превышает скорость. Но на практике слишком медленный черепаший темп движения тоже может создавать сложности и в отдельных случаях привлекать внимание патрулей, если он мешает общему потоку. Бытует такое мнение, что главная угроза на автобане – это те, кто летят по 200 км в час. Безусловно, такие случаи часто приводят к тяжелым аварийным ситуациям, и рейды в том числе направлены на выявление подобных нарушений. Однако медлительный водитель в левом или среднем ряду может провоцировать опасные обгоны и заторы. В немецких правилах дорожного движения есть положения, которые требуют двигаться с учетом общего потока и не создавая помех другим участникам. На скоростных трассах есть и дополнительные условия, на них допускается только транспорт, способный по паспорту разгоняться быстрее 60, но это вовсе не означает, что вы имеете законное право ехать ровно 60, когда весь поток идет, например, 120. Суть правил сводится к адекватности ситуации. Ехать медленно само по себе не нарушение, если на то есть веская причина, например, туман или гололед. Но если дорога свободна, а скорость существенно ваша ниже потока, и это мешает другим, ситуация может быть оценена как нарушение.
Полиция имеет законное право обратить внимание на такие случаи во время рейдов по контролю скорости. Даже если инспектор занят замерами превышений, он не всегда игнорирует машину, которая выбивается из ритма трассы и вынуждает других водителей резко тормозить или совершать рискованные маневры. Если инспектор придет к выводу, что вы плететесь в потоке просто так, без серьезного повода, то отделаться простыми устными замечаниями вряд ли получится. Сегодня на это предусмотрена целая система взысканий, от денежных штрафов до внесения данных в систему баллов во Фленсбурге. И хотя это не уголовная статья, последствия для кошелька и водительской истории могут быть весьма ощутимыми. Давайте же разберемся конкретные цифры, которые сегодня действуют на дорогах Германии. Обычная медленная езда, которая мешает остальным, обойдется примерно в 48 евро. Но если вы решили пойти на обгон и делаете это слишком затяжно, заставляя других, например, тормозить, сумма вырастает до 108 евро, а в ваш личный актив добавляется 1 штрафной балл. Если же такая медлительность привела к потенциально опасной ситуации на трассе, придется выложить уже почти 150 евро, и тот же балл во Флейсбурге вам, как правило, также может быть начислен. В отдельных случаях полиция может пойти на более жесткие меры, вплоть до временного изъятия водительского удостоверения. В судебной практике Германии действительно встречались ситуации, когда у возрастных водителей ограничили право управления из-за слишком низкой скорости. Например, на автобане А2 полиция остановила 85-летнего мужчину, который двигался со скоростью 54 км в час. Суд посчитал, что такой темп на скоростной магистрали может представлять серьезную угрозу для общего потока и признал лишение прав законным. Это важный сигнал для тех, безопасность на немецких дорогах – это умение поддерживать общий ритм, чтобы не превращаться в опасное препятствие для других. На этом у меня на сегодня все. Внимательно следите за своими доходами, проверяйте каждое уведомление от ведомства и не забывайте, что на дорогах Германии правила работают в обе стороны спидометра. Спасибо за просмотр.